Йодные сетки на пятки. В чем сила йодной настойки? В каких случаях наносят йодную сетку на пятки? Как правильно это сделать, когда противопоказано? Смотрите видео до конца, вместе вспомним про йодную сетку и для чего рисовать клеточки на пятках. Йодная настойка присутствует в домашней аптечке каждой семьи. Это сильный антисептик, помогающий дезинфицировать раны. Его применяют для обработки рук хирурга и кожи на месте проведения операции пациенту. Он способствует прекращению кровотечения и уменьшает воспаление. В чем сила йодной настойки? Йодная настойка – это 2- или 5% спиртовой раствор йода, обладающий специфическим запахом бурого цвета. При нанесении на кожу развивается местно-раздражающий эффект. Отмечается ускорение кровотока, улучшение микроциркуляции. При нанесении на кожу йод частично всасывается и усваивается щитовидной железой. Йодная настойка наносится на раны, чтобы предотвратить развитие бактерий и грибков. Ее наносят на неповрежденную кожу, чтобы уменьшить боль и воспаление при миозите и миалгии и артралгиях, улучшить движение крови и лимфы, чтобы не было отека тканей, пополнить недостаток йода в организме. Перед продолжением видео приглашаем подписаться на канал, тогда не придется его искать в интернете. В каких случаях наносят йодную сетку на пятки? Йодная сетка является распространенным методом лечения некоторых патологических состояний. Она помогает справиться с рецидивирующими воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей и глотки. Особенно эффективно в случае, если нет возможности проводить лечение другими методами, либо как дополнение к основным терапевтическим мероприятиям. Если имеются симптомы йодной недостаточности, которые могут быть явными и скрытыми и проявляться в виде слабости, постоянной усталости, склонности к депрессиям и пониженной работоспособности. Укрепить иммунитет, стабилизировать работу эндокринной системы, улучшить состояние всего организма, стимулировать кровоток в нижних конечностях, повысить интенсивность обмена веществ. Рисовать клетки именно на пятках надо потому, что отсюда начинается отток лимфы, в которую попадает йод. Он активирует скорость движения крови и лимфы. Это приводит к улучшению состояния всего организма, ведь недаром в некоторых странах Азии считается, что здоровье человека начинается со здоровья ног. Напишите в комментариях, как часто вы рисовали клетки на пятках у своих близких, как правильно нарисовать йодную сетку. Использование этой методики лечения не требует специальных навыков. Йодная настойка стоит недорого, не надо тратить много времени. Однако все же некоторые условия выполнять надо. Наносить йодную настойку только на чистую кожу. Выбирать время нанесения перед сном. Использовать ватные палочки, не применяя силы. Рисовать клетки размером примерно в 1 см, более частые полоски могут навредить коже. Когда противопоказано? У такого метода имеются так же, как и всех других лекарственных и народных средств, противопоказания. Не всегда можно использовать применение йода в виде аппликации на кожу. Противопоказаниями являются повышение температуры тела, возраст моложе 3 лет, наличие непереносимости и аллергии на йод, заболевание щитовидной железы. Если противопоказаний нет, то можно разрисовывать пятки 2 или 3 раза в неделю. Только не забывать соблюдать рекомендации по использованию йода и не наносить его сплошными линиями, а делать именно сетку. После того, как нарисовали сетку, надо наносить носки из хлопка и лечь спать. Пока человек будет отдыхать, йодная сетка будет работать.